Итак, дружище, вот я и докатился до видеообзоров десктопной акустики. Акустическая система Klipsch Heritage 2.1 обратила на себя мое внимание своим чертовски привлекательным внешним видом. Ребята, вот эти винтажные нотки в оформлении, это чертовски радует глаз. Обрати внимание, как исполнены грили у этой небольшой акустики. Они чертовски аккуратные, и текстура вот этой грубой винтажной ткани, она просто радует глаз, и тактильно эти грили тоже очень шикарные. На каждом гриле есть шикарный, красивейший логотип Klipsch, и акустические системки, именно сателлиты немножко наклонены назад, для того, чтобы когда ты поставишь их, либо около телевизора, либо около экрана своего компьютерного монитора, для того, чтобы звуковая направленность, в принципе, шла именно в район, в район органов восприятия звука, в район органов восприятия музыки, то есть в район твоих ушей. Грили изготовлены фантастически классно, они твердые, жесткие, и несмотря на жесткость, они пропускают акустическую энергию, которая излучается спикерами, то есть твитером и мидбасом. Я смотрю, что гриль изготовлен как бы из двух слоев. Внутренний слой — это, в принципе, металл с довольно-таки крупными отверстиями, и внешний слой — это грубая, как бы грубая ткань с такой, винтажной текстурой. И, конечно, все это надето на очень красивую, аккуратную рамку. И грили крепятся на акустику с помощью направляющих. В принципе, заходят и снимают эти грили довольно туго. Если с сателлитов мне эти грили снять и поставить удалось довольно легко, то с сабвуфером мне снять гриль, в принципе, не удалось. Такие решения — это очень здорово. Например, если у тебя дома есть маленькие дети, которые все время подбегают к акустике, и первое, что хотят сделать дети, когда видят акустическую систему, когда они видят динамик, они хотят засунуть туда палец. И детей довольно трудно отучить от этой привычки. Дети все время пальцами проминают пылезащитные колпачки акустики, и это доставляет некоторые неудобства. Если акустика небольшого размера, то вытащить обратно эти прогнутые, продавленные внутрь пылезащитные колпачки, это на самом деле проблема. Не всегда можно справиться даже пылесосом. На каждом гриле чертовски красивый логотип Klipsch в правом нижнем углу. Это касается и сателлитов, и большого сабвуфера. Немножко расскажу про сабвуфер. Сабвуфер с 8-дюймовым динамиком, и мощность сабвуфера порядка 100 Вт. То есть, в принципе, если ты такой сабвуфер с сателлитами поставишь дома, то звукового напора будет достаточно не только для ежедневного прослушивания музыки, не только для ежедневного просмотра кино, но, в принципе, даже для нормальной такой вечеринки, даже для тусовки. И сабвуфер дополняется в придачу двумя сателлитами, каждый из которых выдает по 35 Вт. Так что, в принципе, суммарная мощность этой небольшой системки, этого небольшого, аккуратного и чертовски красивого трифоника составляет 170 Вт. Естественно, что в пике он может раскачаться и до 200 Вт, если ты собираешься именно наслаждаться количеством ватт, а не музыкой, то для тебя это может быть важно. В принципе, для меня количество ватт в системе никогда не было приоритетом. Сабвуфер этой системы является активным. Это означает, что у него встроен усилитель. И также к сабвуферу на задней панели ты подключаешь именно спикеры. Там есть два выхода для проводов, и с помощью проводов, которые положены в комплект, ты подключаешь сателлиты именно к сабвуферу. Сабвуфер фазоинверторного типа, и на задней стенке сабвуфера можно увидеть огромное впечатляющее отверстие фазоинвертора. Фазоинвертор цилиндрический. Что касается сателлитов, то сателлиты закрытого типа, то есть у них нету фазоинвертора, и в этом нету никакой необходимости, потому что для
динамиков средних и высоких частот, в принципе, фазоинвертор не является необходимостью, потому что их движения не настолько активны, как у басового динамика. И большинство среднечастотных и высокочастотных динамиков лучше всего работают в небольшом корпусе или даже вообще без корпуса. Здесь корпус небольшой, красивый. Кстати, финиш виниловый с деревянной текстурой, и смотрятся колоночки и сабвуфер просто шикарно, очень увлекательно. Итак, сателлиты оборудованы 3-дюймовыми конусными динамиками среднего диапазона и 1-дюймовыми твиттерами купольного типа. Высокочастотный динамик помещен в фирменную клипшевскую разработку. Это рупор системы Tractix, который позволяет сфокусировать акустическую энергию высокочастотного динамика и благодаря этому добиться лучшей прорисовки звучания именно высокочастотных звуков, именно высокочастотных инструментов. На этот раз я был приятно удивлен тем, что все провода, необходимые для подключения этого трифоника к источнику, находятся в комплекте. Итак, в комплекте есть 2 провода для подключения к сети, то есть один провод европейский, второй американский с какими-то диковинными штекерами. Также в комплекте находится провод RCA на 3,5 джек. Ну, это если ты выбрал подключение этого трифоника с помощью линейного выхода компьютера, ну, вернее, выхода, который является не только линейным, но и выходом для наушников. И также в комплект положены простенькие провода для соединения активного сабвуфера с сателлитами. Все провода, которые положены в комплект, они довольно-таки простенькие, но это не означает, что они плохие. В принципе, они соответствуют уровню звучания и ценовому сегменту этой аппаратуры. Самое главное, что, в принципе, когда ты покупаешь эту коробку, то тебе не нужно заморачиваться с поиском проводов, с подбором каких-то соединений и так далее и тому подобному. Открыл коробку, и сразу все, что тебе надо для подключения этой системы, у тебя есть в комплекте. Это круто, ребята, спасибо. Также в комплектике находится пульт дистанционного управления. В принципе, пульт довольно простенький и типичный для большинства акустической продукции, не только акустической продукции, которая производится в Китае. Например, лампа, которая сейчас освещает меня с левой стороны, для этих съемок управляется таким же пультом. И если я здесь сейчас нажму какую-то кнопку, у меня не только клипш среагирует на нажатие кнопки, но также и моя лампа может изменить температуру свечения, может изменить интенсивность свечения или может вообще выключиться, если я что-либо нажму. Итак, пультик простенький, как я и говорил. С пультом можешь регулировать громкость выше-ниже. Также на пульте отдельно громкость регулирования сабвуфера. То есть, когда ты слушаешь музыку, с помощью этого пульта ты можешь добавить-убавить баса. Это очень крутая опция, потому что зачастую большинство треков имеют разную басовую насыщенность. И если ты слушаешь треки в режиме рандом или шаффл, то некоторые треки могут звучать чертовски басовито, и сабвуфер на полной громкости будет не справляться, а некоторые треки, наоборот, могут звучать не очень басовито, и будет необходимость добавить баса. И это можно делать с помощью пультика. Кстати, что касается возможности подключения этой акустической системы, то все достаточно просто. Ты можешь подключить флешечку по USB, ну, либо другой USB-накопитель. Кстати, по инструкции этот аппарат читает только MP3, то есть если ты захочешь слушать флаки, вавы и так далее, то этот аппарат ничего не прочитает. Для эксперимента я подключил свой жесткий диск, на котором 2 терабайта всякого разного, конечно же, пиратского. Никому не говори. И, в принципе, из этого диска аппарат не прочитал ничего. Ну, видимо, для него 2 терабайта — это слишком много. Второй способ подключения, ну, который я оцениваю как самый основной, это Bluetooth, то есть беспроводной способ подключения.
Кстати, спаривается устройство с телефоном либо с телевизором довольно быстро. Я буквально за несколько секунд спарил как с телефоном, так и с телевизором, что здорово. Если ты спариваешь по Bluetooth с телефоном, с телевизором, то громкость всего устройства регулируется уже непосредственно с твоего источника, то есть либо с телефона, либо с телевизора. Я нахожу это чертовски удобным. И последний способ подключения, который присутствует у акустической системы Klipsch 2.1 Heritage, это линейные входы RCA. Как я и говорил, в комплекте находится проводок, с помощью которого ты можешь соединять Klipsch со своим компьютером, телефоном, другим каким-либо устройством на свое усмотрение. Я нашел удобным то, что при подключении сабвуфера и сателлитов нет необходимости использовать бананы, лопатки и винтовые соединения, как в хай-фай акустике. В данной акустической системе все соединяется на зажимах. Это довольно просто, удобно и надежно. И также при этом не ухудшается качество звука, что очень важно. Итак, я послушал акустическую систему Klipsch 2.1 Heritage, используя несколько источников. Первый источник был телефон по Bluetooth, второй источник был телевизор, также по Bluetooth, и третий источник был мой плеер, который я подключил к линейному входу акустической системы RCA проводочком. В принципе, не могу сказать, что качество звука сильно отличается при подключении по Bluetooth или при подключении по линейному входу, поэтому весь дальнейший рассказ про то, как звучит эта система, основывается на моих впечатлениях от прослушивания этой системы по Bluetooth. Итак, при подключении по Bluetooth мой телефон не показал наличие кодека aptX либо кодека aptX HD, что означает, что в данном устройстве используется, в принципе, Bluetooth кодек довольно-таки простой, но, тем не менее, этот кодек достаточный для того, чтобы обеспечить хорошее качество звука. Я не говорю, что по этому Bluetooth сейчас у нас полетит какой-то невероятный high-end или hi-fi супер-пупер экстра высокого уровня с послезвучиями, глубочайшей сценой и так далее. Я говорю о качестве звука, которое достаточно. Итак, я погонял разнообразные жанры, используя стример Tidal. И что я могу сказать по звуку? Во-первых, качество звука достаточно для того, чтобы наслаждаться этой музыкой. Звук довольно простой, в кое-каких моментах он даже грубоват, но тем не менее эта грубоватость не переходит границы и звук не становится неприятным. То есть он веселый, звонкий, четкий, ясный. Звук очень отчетливый в верхнечастотном диапазоне, и здесь, видимо, заслуга именно системы Tractix и мягкого купольного твиттера, потому что все щеточки, все высокочастотные какие-либо эффекты воспроизводятся очень ясно, четко, отчетливо и как бы подчеркнуто. Мне это очень понравилось при прослушивании быстрых танцевальных жанров музыки. Голосовой диапазон воспроизводится ясно, четко, разборчиво. И с уверенностью могу тебе сказать, что если, например, ты учишь какой-либо иностранный язык, то данную акустическую систему Klipsch 2.1 Heritage ты можешь использовать для изучения иностранного языка. Потому что при изучении иностранного языка очень важно точное, ясное, четкое воспроизведение всех слов, звуков и дикции того, у кого ты учишь английский язык, или какой-либо другой язык. И данная акустическая система воспроизводит голосовой диапазон ясно, четко и понятно. Это очень важно, и мне это очень понравилось. Что касается баса, ребята, 100-ваттный басовый динамик — это очень-очень серьезно. И что интересно, запас мощности этого динамика, этого сабвуфера точно достаточный для домашних условий.
И если тебе нравится музыка с насыщенным басовым диапазоном, ну, например, хип-хоп, то этот басовый динамик однозначно справится со всем напором, который ты на него подашь и который ты хотел бы от него получить. Воспроизведение басов достаточно четкое, оно достаточно энергичное, оно достаточно качественное для того, чтобы слышать все, что есть на записи. Конечно, я не говорю сейчас про какую-то высокую детальность и какие-то басовые послезвучия, которые слышны на действительно дорогих аудиосистемах. Я говорю сейчас о том качестве звука, который достаточен, а не который является уже чрезмерным, и не всегда необходимо его добиваться. При прослушивании музыки Klipsch 2.1 Heritage рисует даже неглубокую сцену. У Klipsch довольно-таки хорошая информативная панорама звукового воспроизведения. То есть при прослушивании музыки я слышу, что вокалист находится по центру, я слышу, что фоновые инструменты звучат немножечко сзади, за вокалистом. Иногда я слышу, что, например, гитара звучит правее вокалиста, какой-то инструмент левее вокалиста. То есть время от времени на хороших качественных записях Klipsch 2.1 Heritage даже воспроизводит кажущиеся источники звука, что также вовлекает тебя в прослушивание музыки. Вообще, с точки зрения правильности звука, это правильное решение поставить сателлиты отдельно и сабвуфер отдельно, таким образом разделив свою акустическую систему на 3 полосы. Таким образом, каждому динамику удается легче справляться с музыкальной информацией, которая на него подается, и не возникает никаких чрезмерных нагрузок. Конечно, у этого подхода есть и минус, аудиофильский минус. Аудиофилы считают, что когда система разделена на 3 полосы, то возникают какие-то перехлесты частотных диапазонов, и музыка при этом звучит неестественно. Ну, ребята, я умоляю вас, мы сейчас говорим не о хай-эндной акустической системе, а о десктопных динамиках с сабвуфером, с трифоником, который звучит, на самом деле, ясно, четко, жестко, напористо, иногда немножечко грубовато, но эта грубоватость, она не переходит границ. И вот эта подчеркнутость тарелочек, подчеркнутость высоких, которая также не переходит границ приятного восприятия музыкального материала, она здесь ну просто шикарная. Это вкусное, классное, полноразмерное звучание. Данная акустическая система может быть неплохим подарком, если вы направляетесь в гости к какому-либо молодому человеку, которому нравится работать у компьютера, или который проводит много времени у компьютера. Ну или, в принципе, это может быть прекрасным подарком для человека, который любит отдыхать, например, просматривая какие-либо сериалы или просматривая кино. Потому что, несмотря на то, что название этой системы десктопное, то есть она как бы предназначена для установки рядом с компьютером, никто не мешает поставить себе эту систему рядом с телевизором, сабвуфер поставить вниз и наслаждаться просмотром любимых кино либо сериалов. Эта система обеспечивает шикарный, великолепный напор при просмотре кино и вовлечение в происходящее на экране. Кстати, если ты планируешь тащить эту систему кому-либо в гости, обязательно воспользуйся такси, либо едь в гости на машине, потому что коробка довольно-таки большая, тяжелая, и просто так под мышку ты ее уже не возьмешь. Ну, я, например, из машины тащил эту коробку вот так вот на плече, и пронеся 50 метров, я понял, что все, дальше я уже идти с этой коробкой не хочу, это реально неудобно. Поэтому, если ты понесешь это в подарок кому-либо в гости, то позаботься, чтобы у тебя был сильный помощник, который понесет эту коробку и вручит адресату. Больше технических подробностей о этом аппарате ты можешь узнать, пройдя по первой ссылке под видео. Подписывайся на канал. Если у тебя есть своя точка зрения о звучании Klipsch 2.1 Heritage, обязательно оставляй комментарий. На этом все. Пока.